Сегодня сделаю мини-обзор на мою паяльную станцию. Я ей пользуюсь уже около 5 лет. За эти 5 лет было несколько неисправностей с ней мелких, а именно выходил из строя паяльник, нагреватель сам. Также вентилятор, который стоит в фене, я заказывал, он вышел из строя из-за того, что паяльная станция работала минус 20, ну то есть в таких жестких условиях. Могу сказать сразу, кто думает, стоит ли или не стоит брать паяльную станцию, я вам сразу скажу, что стоит. Вещь нужная, если вы этим будете заниматься, вещь стоящая. Итак, паяльная станция имеет сам паяльник, диапазон температуры нагрева до 500 градусов можно нагреть паяльник при условии, что он калиброван. Скажу сразу, первый нагреватель, который был у меня, он сгорел где-то буквально через годика 2, наверное. Когда я установил новый нагреватель, его нужно было откалибровать, что я до сих пор еще не сделал. По идее, надо откалибровать его. Если его вскрыть, там внутри есть калибровочные резисторы, и калибровать по термометру. У паяльника можно менять жало. Выбор жал очень огромный. Можно ставить медные, не медные. Ну, медные не рекомендую, они очень быстро обгорают, я такие уже ставил. Нагревательный элемент можно поменять. Нагревательный элемент идет 4-контактный. 2 контакта идут на термопару, 2 контакта на сам нагреватель. Нагревается довольно-таки быстро, буквально за минуту, а то и меньше. Также у паяльной станции имеется фен. Фен регулируется как по воздушному потоку, так и по температуре. Максимальная температура, которую может выдать фен, 500 градусов. С феном у меня была небольшая неисправность, накрылся вентилятор. Из-за того, что я включал его в предельно низких температурах, минус 15, минус 20 градусов, видимо, просто смазка замерзла и вентилятор отказал. Также заказал с Китая парочку вентиляторов, на запас один, чтобы был, один я поставил, все работает. Нагреватель я ни разу еще не менял за 5 лет на фене, работает довольно-таки неплохо. Диапазон температур от 100 до 500 градусов регулируется. Для фена есть специальная подставка с магнитом. Это сделано для того, чтобы фен выключался не сразу, а успевал остыть. Выключать фен сразу нельзя, потому что может поплавить корпус, во-первых, а во-вторых, для спирали это не особо хорошо. Спираль нужно остужать. Тоже и касается строительных фенов. У паяльной станции имеется предохранитель в задней части. Он у меня уже развалился, к сожалению, за столько времени. Я его установил внутри. Источник питания паяльной станции трансформаторный, не импульсный. Трансформатор необходим для питания основной схемы для регулировки температур. Также питание от трансформатора подается на сам паяльник. На нагреватель фена питание подается непосредственно фаза 0. Регулируется это все через семистор. Также у данной модели имеется подставка для того, чтобы зафиксировать фен. Допустим, если вы что-то прогреваете, нагреваете. Но у меня этой подставки в данный момент нету, я ей не пользуюсь, она мне как бы и не нужна. Но если вы что-то прогреть решили, такое на длительный срок, бывает такое, что прогрев кристаллов, чипов, я бывает так прогреваю видеокарты, некоторые, у которых там кристалл отвалился, на 200 градусов температуру, допустим, ставлю минут на 15-20, и он лежит у меня так греется. Частенько помогает восстановить, оживить какой-нибудь видеочип. Моя паяльная станция обычная, без дополнений. Есть еще паяльные станции с мини-лабораторным источником питания. Также есть паяльные станции, которые имеют инфракрасный нагреватель.